Я должна что быть в кадре? С науки с этим? Да. Так будет. Ой-ой. Что тут происходит? Не могу понять. Кек. Привет, народ! Я надеюсь, вы уже посмотрели новый клип, который вышел. Если нет, то кликайте на подсказку и смотрите. А сегодня я хочу рассказать вам о том, что происходило во время съемок, чего вы не видите в готовом видео, немного об истории, которая стоит за сюжетом, и также о том, как продвигается создание мультфильма. Мы снимали в 2 местах в течение 2 дней. Как вы знаете, там фигурируют 2 места, это Индия и Япония. Причем в Индии мы снимали только одну из моделей, а именно ту, которая играет Землю. Дело в том, что мы целое лето пытались договориться, когда встретимся, еще с самого его начала, еще даже, наверное, с конца весны. Но постоянно что-то случалось у кого-то. В конце августа мы смогли договориться как раз-таки на этот индийский фестиваль. Вообще в конце августа проходило 2 интересных фестиваля. Японский в парке Горького и индийский в парке Сокольники. К сожалению, я ступила. На японском фестивале мы ничего не сняли, но я думаю, что это и неплохо, потому что по сюжету там должна быть более интимная атмосфера, а не толпище людей. Так что в итоге мы снимали это в японском саду на станции... Не помню какой. А на тот самый японский фестиваль я сходила одна, я целых 2 дня там тусовалась, и думаю, это принесло мне действительно много вдохновения, на котором я и написала этот сценарий. А еще там я купила кимоно и маску, которую вы видите на земле. Вообще, кстати говоря, вся одежда, которую вы видите в клипе, она моя. Красную юкату с поясом я купила на том фестивале. Маску мне продала какая-то японка, которая тоже там была в одном из прилавков. Она сама ее делала, и там она вообще выставляла свои работы, картины и еще что-то такое. А белая юката у меня еще давно со школы есть, но она тоже произведена в Японии. Я ее заказывала по интернету. А юбка с Алиэкспресса, тоже какого-то японского магазина. Я всегда хожу на съемках с таким огроменным чемоданом просто. Итак, на индийский фестиваль мы договаривались тоже пойти все втроем. Но, к сожалению, одна из моделей так и не смогла. И я решила не отменять съемки, а пойти все равно снимать. На этом фестивале было очень сложно снимать, потому что нельзя придумать сценарий заранее, в точности. Все время надо подстраиваться под то, что происходит. Там много всяких мест. Я на нем как бы до этого не была. А еще там ходила просто огромная толпа людей, почти как в настоящей Индии. И они... часто они не замечали камеру. И просто ходили передо мной постоянно. Я теряла нашу модель замечательную. В конце концов, это сыграло нам на руку, потому что в сценарии нужно было как-то обыграть то, что Земля и Луна теряют друг друга, что Луна отрывается. На самом фестивале мы как раз-таки взаправду постоянно теряли друг друга, потому что люди ходили, загораживали все, они не замечали камеру, иногда они, приставали к Лиде, потому что хотели с ней сфотографироваться или хотели ее сфотографировать, и, в общем, потом думали, что она какой-то аниматор на этом фестивале, потому что она в традиционной одежде. Короче говоря, разлука в полном расцвете. Самое интересное, конечно, как мы придумали эту связку, что Луна и Земля берутся за руки, и это происходит и в Индии, и в Японии, и вот это как бы такая, получается, связь 2 кусков смысловых, и более часто они начинают перемешиваться в клипе, если кто-то это заметил. Вроде как это происходит в параллельных вселенных. Я чуть позже объясню, в чем вообще смысл этого. Причем произошло это вообще спонтанно. Это в самом конце съемок мы почти сделали. Мы ходили сначала весь день по этому фестивалю, снимали просто. Со стороны было похоже, будто мы снимаем репортаж про праздник просто, а не какой-то художественный клип. Я не сильно руководила процессом к тому же, потому что хотела получить более естественные кадры, как будто бы мы вообще просто гуляем вместе. И так вышло, что Лида часто смотрела в камеру и вообще как будто бы взаимодействовала с ней. Так что у меня появилась идея добавить персонажа, то есть Луну, но не напрямую в кадре, а сделать так, как будто бы она за кадром. И то есть Земля взаимодействует со зрителем, и зритель — это и есть как бы Луна. Ломаем 4-ю стену. Ну, чтобы зрители поняли нашу глубокую идею, мы решили добавить такой поясняющий кадр, когда
из камеры как бы высовывается рука и взаимодействует с моделью напрямую уже. И человек понимает, что она смотрит всегда не просто в камеру, а на человека, который оператор. То есть зритель начинает задумываться про оператора, что вообще в кино не очень часто, да, потому что классическое правило в том, что камера должна быть незаметной. То есть человек не должен задумываться вообще о том, что это кино. Например, поэтому так ужасно смотрится, когда камера трясется или что-то в таком духе, потому что начинаешь думать о том, что это все снято. Человек начинает концентрироваться не на сюжете, а на том, что это все камера снимает. Но здесь как бы такой эффект я постаралась использовать в хорошем ключе. Надеюсь, мне удалось этими визуальными средствами показать тот сюжет, как Луна перестает как-то вот фокусироваться на Земле, она начинает смотреть на другие вещи, у нее вот прям расфокус в глазах, она теряет Землю в толпе, и в конце концов они разлучаются. Дальше мы снимали в японском саду, и это было уже 2 сентября. Просто почувствуете, мы договаривались еще в конце весны, но в итоге закончили 2 сентября. Там, к счастью, уже собрались обе модели, и мы прям собрались капитально так, кучу реквизита вот взяли, я взяла эти все костюмы. Казалось бы, должно быть легче, потому что народу там меньше, чем на японском фестивале, но с другой стороны, ходить там можно только по дорожкам. И по тем же самым дорожкам, на которых снимаем мы, ходят все остальные люди. А сам японский сад еще гораздо меньше, чем Сокольники. Очень часто приходилось переснимать какие-то дубли, потому что люди ходят, и часто они как бы уходят от конкретно нашего местоположения, но они не осознают, что они видны на заднем плане. И мы стоим и ждем по 15 минут, пока они там налюбуются на памятник и пройдут, наконец, дальше, завернут куда-нибудь, их будет уже не видно в кадре. Хуже всего далась вот эта сцена. Изначально был такой сюжет, что Луна идет в другую сторону по отношению к Земле на заднем плане, а потом вот так вот незаметно оббегает и вдруг оказывается рядом с ней, берет ее за руки и так далее. Мы снимали это аж в 2 местах, пытались как-то вот уложить это все в один дубль, чтобы все получилось. Чаще всего была проблема именно из-за людей, которые ходят и оказываются на заднем плане и стоят там. Ну, еще, конечно, с тем, что было очень сложно добежать вот так вот сзади камеры и встать перед Лидой. Run. То, что Лида, как любой нормальный человек, реагировала на то, что происходит вокруг. Я должна быть неожиданно, должна ее издалека видеть. Я не могу ее убирать, потому что она такая, типа... И то, что нельзя было ходить по газонам. Мы как бы нарушали это правило, и, в общем, у меня стресс скопился от этого. Сейчас кто-нибудь придет, нас налупит по башке. Короче, мне пришлось оставить только 2-ю часть такого дубля, потому что целиком он выглядел недостаточно как-то динамично, удачно, композиционно. Хотелось бы рассказать о том, что вообще клип тесно связан со сценарием самого мультфильма. На самом деле в нем есть элементы сразу из 3 сцен. Во-первых, это сцена примерно из начала мультфильма, где между Луной и Землей происходит философский разговор о том, какая может быть любовь и может ли она быть между ними. Во-вторых, это сцена свидания. И оттуда я взяла как раз в целом идею этих всех традиционных костюмов. Вообще, в целом, в мультфильме я стараюсь не очень апеллировать к каким-то конкретным народам. Костюмы там в основном какие-то фантастические, я вдохновляюсь фэнтези-фильмами, показами высокой моды, какими-нибудь «Звездными войнами». Но в той сцене мне хочется раскрыть характеры персонажей именно с помощью отсылок к культурам. Меня лично просто привлекают многие восточные страны, как всякие буддийские, синтоистские, так и мусульманские. Особенно, наверное, Япония и Индия как раз. В Индии я просто сама лично была, у меня там был тур по городам, в общем, потом я была в Непале, хорошо погрузилась в эту культуру, решила, что смогу как-то ее передать. Изначально, кстати, планировалось, что куклы, которых вы видите в клипе, они будут именно в костюмах этой сцены. И они даже у меня уже есть на руках, потому что мне недавно прислали недостающий. Но из-за сложности переодевания кукол мне пришлось оставить их в таком виде, в котором они находятся сейчас, потому что я все еще снимаю эту сцену. Небольшой офф-топ для тех, кто следит за обновлениями, они знают, что я ездила в поездку и снимала на природе одну из сцен мультфильма.
Но так как там было очень много неприятностей, я советую вам посмотреть эти истории в Инстаграме, угораю с них дико. Особенно с того, как я провалилась в болото. Короче, мы сняли видеофоны для того, чтобы с помощью хромакея, в моем случае это синий экран, наложить анимацию кукол, а саму анимацию снять дома. Короче говоря, я все еще снимаю эту сцену, поэтому костюмы мне нужны. Так вот, Земля одета в этой сцене в кимоно, которое как раз вы видите в клипе, потому что мне удалось надеть его сверху на костюм, который был. Он подходит ее характеру, потому что он такой тихий, она довольно мягкая, послушная, не показывает обычно бурлящие внутри эмоции, но при этом у нее есть такой внутренний стержень, целеустремленность, сила воли. Это все напоминает мне японскую нацию. А для Луны был выбран не индийский костюм, а арабский. Ну, вот так вот. Ну, у нее там, конечно, у куклы не хиджаб, и вообще больше вдохновения идет от мужских арабских костюмов. Это соответствует тому, что она довольно-таки жестокая. У нее даже есть кинжал в этой сцене. И при этом такую скрытность и загадочность ее натуры. У нее есть такая вот вуаль на глазах. И учитывая, как мало во всем мультфильме костюмов со штанами, штаны здесь олицетворяют тоже некую такую силу, практичность. Я собираюсь сделать в дальнейшем видео с подробными какими-то разборами костюмов, но решила просто упомянуть об этом в связи с выходом клипа, так как это имеет смысл. Так вот, мы говорили о том, какие 3 сцены были взяты как вдохновение для клипа. И третья — это свадьба Земли и Луны. Это прям совершенно напрямую связано со сценарием, хотя очень тонкий момент. А в этой сцене говорится о том, что для Земли это настолько счастливый день в ее жизни, что все народы, все страны, каждый житель планеты тоже радуется, что вроде как их радость суммарно составляет радость Земли как человека. Хотя она не человек, а планета. То есть у них проходят какие-то свои национальные праздники, фестивали, там, не знаю, люди идут в бары, сидят дома с семьей и едят индейку, там, тортики. Короче, все празднуют. Поэтому мне хотелось в клипе разделить происходящее на 2 смысловые части. Первое — взаимодействие Луны и Земли как хуманизации, а второе — то, что происходит на планете Земля в это время. То есть один из этих фестивалей, которые я только что упомянула, а именно индийский. Также хочется сказать, что когда мы снимали первый клип, он планировался, ну, как косплей в прямом смысле этого слова. Что-то, что бы могли сделать, например, фанаты, что не связано с основным произведением, да. Но пока я была в Можайске, нам с Надей, моей лучшей подругой и верным соратником, пришла мысль, что нужно в самом мультфильме задействовать живых моделей. Как, почему, зачем это все будет происходить, я вам не расскажу, потому что это уже был слишком жирный спойлер. Но факт в том, что я поняла, что раз они все-таки действительно действующие лица в самом фильме, то и весь дополнительный контент, который я с ними делаю, становится сразу гораздо более осмысленным и важным. Поэтому мне хотелось сделать, сайд-стори, отдельную короткометражку с этими именно персонажами. Так что можно считать, что это полноценная мини-киношка, а не просто трейлер. Хоть у меня мало опыта в качестве видеографа, я надеюсь, что у меня получилось и вам понравилось. Я знаю, что создание стоп-моушена — это очень длительный, трудоемкий процесс, и что всем бы хотелось, чтобы он вышел поскорее. К сожалению, до этого момента еще довольно долго. Летом, когда у меня было свободное время, я, к счастью, не нахватала никаких пересдач, я старалась каждый день посвящать себя анимации, но сейчас опять начался учебный год, и времени у меня снова мало, так как я на 3-м курсе, и я начинаю делать уже даже дипломную работу, поэтому у меня еще меньше времени. Но я буду максимально часто это делать, хотя бы каждую неделю посвящать. Потому что, знаете, стоп-моушен — это такая кропотливая работа кадр за кадром, и, конечно, нужно очень много времени, чтобы его сделать. Но, с другой стороны, так как в нем постоянно все статично, вы можете маленькими-маленькими шажками, там, урывками как-то вот в свободное время этим заниматься и, в конце концов, получить большую картину, полнометражную. Так что, пожалуйста, следите за новостями, подписывайтесь на Инстаграм, рассказывайте друзьям, если вам не сложно. Я буду очень рада вас там видеть, я вообще рада, что вы у меня есть, и постараюсь вас тоже радовать почаще. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы про мультфильм, про клип, про какие-то секреты стоп-моушена, возможно, про кукол, про, не знаю, то, как я создаю декорации, там, костюмы, что угодно, то вы можете задавать вопросы в комментариях. И я сделаю видео, когда их наберется какое-то количество, с ответами на эти вопросы.
Большое спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.